Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, только что завершились переговоры с президентом Республики Словения Борутом Пахором. И сначала мы работали в узком составе, затем с участием министров, представителей ведомств, компаний, детально обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, наметили планы на будущее. Также обменялись мнениями по актуальным европейским, да и в целом по международным проблемам. Словения является важным, надежным партнером России в Европе. Мы приветствуем настрой руководства республики на поддержание регулярного политического диалога. Разделяем заинтересованность в поступательном развитии межгосударственных отношений. И, кстати, в мае этого года мы отмечаем их 25-летие дипломатических отношений. Приобретенный за это время опыт настраивает на то, что мы можем преодолеть и сегодняшние трудности в экономике. Как известно, товарооборот у нас сократился за предыдущие годы, но по результатам 2016-го можно сказать, что эта ситуация стабилизировалась, и вопросы торгово-экономических связей постоянно находятся в поле зрения межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На переговорах обсуждались весьма успешные проекты и успешное взаимодействие наших стран в сфере энергетики. Хочу отметить в этой связи, что Россия обеспечивает 70% потребностей Словении в природном газе. «Газпром» со своими словенскими партнерами прорабатывает новый контракт на поставки газа до 2022 года. Российские компании готовы подключиться и к созданию перевооружения словенских энергогенерирующих объектов. Вот строй этих мощностей позволил бы не только повысить объемы выработки электричества для словенской столицы, но и перевести электроснабжение с угля на экологически чистый природный газ, что, безусловно, очень благотворно сказалось бы на экологической ситуации. Укрепляется сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры, прорабатываются варианты участия российской компании РЖД в модернизации железнодорожной сети Словении. Речь может пойти о масштабных инвестициях где-то в районе 1 миллиарда евро. Славянские компании традиционно широко представлены в российской фармацевтической промышленности и агропромышленном секторе. Активно работают и субъекты Российской Федерации со своими партнерами в Словении. Поступательно развиваются межрегиональные связи. Я уже сказал об этом. Примерно 70 субъектов Российской Федерации поддерживают связь со своими партнерами. Продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы. Только что подписанные соглашения, свидетелями чего вы явились, надеюсь, создадут новые возможности для развития сотрудничества в самых различных областях. Обсудили вопросы расширения сотрудничества и в гуманитарной сфере. На предстоящие 2 года намечена насыщенная программа перекрестных сезонов культуры России и Словении. Также планируется проведение во второй половине 2017 года Дней Любляны в Москве. Мы высоко ценим бережное и уважительное отношение в Словении к нашей общей истории, заботу о российских воинских захоронениях. Напомню, что в июле 2016 года мы вместе с господином Пахором открыли в Любляне памятник всем российским и советским воинам, павшим на территории Словении в годы 2 мировых войн. Я проинформировал господина президента о последнем развитии событий и обострении ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув безальтернативность исполнения Минских соглашений как основы для разрешения конфликта. Обсудили состояние отношений России с Евросоюзом. Надеюсь, что постепенно они будут восстанавливаться. В заключение хотел бы выразить признательность словенскому руководству и лично господину Пахору за обстоятельный, конструктивный диалог. Уверен, наша сегодняшняя встреча послужит дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений. Господин президент, уважаемые господа, с президентом Путиным мы в течение последних 8 лет встречались 5 раз. И в одно время как премьер-министры, в 2 раза, в последний раз это уже президенты наших стран. В течение всего этого времени мы всегда разговаривали искренне, открыто, и ничего не претерпело изменений.
И даже когда немного ухудшились отношения между ЕС, НАТО с одной стороны и Российской Федерацией с другой стороны, между нами осталось все по-старому. Также во время, когда эти отношения ухудшились, Словения, так как Словения находится в рамках НАТО и ЕС, мы все время стараемся и делаем все возможное для того, чтобы продолжать открытый диалог, чтобы дальше уважать друг друга и искать совместные взаимоприемлемые решения, чтобы мы укрепляли взаимные отношения с Российской Федерацией и, конечно, чтобы делали соответствующий вклад для того, чтобы все решения имели длительный характер, чтобы действительно все соблюдали все договоренности и чтобы отношения между Европейским Союзом с одной стороны и с Российской стороны Федерации улучшились. Желание сохранить хорошие отношения, об этом характеризует также приглашение, которое я направил господину Путину в конце июля, то есть я ему это озвучил, когда мы отмечали 100-летний юбилей русской часовни у нас на перевале Варшич. Сегодня с президентом Путиным мы в два раза превысили время, которое было нам отведено для переговоров. Мы обменялись мнениями, рассказали друг другу о своих точках зрения. Они немножко, может быть, и отличаются в каких-то моментах друг от друга, но мы остались верны, приближаться и оставаться, чтобы соблюдать все те решения, выполнять, которые обеспечат для того, чтобы ситуацию на востоке Украины разрешить, и чтобы эту ситуацию... Я сказала господину Путину, что первый шаг – это, конечно же, отведение вооружения, это также... Потом и после этого можно будет продлевать мирные переговоры в рамках минских договоренностей. И я, как ваш друг, я призываю все стороны, чтобы прекратить все военные действия. И, конечно же, только тогда можно будет надеяться на улучшение отношений между Российской Федерацией и западным миром. И тогда, я уверен, все отношения также с Евросоюзом восстановятся и будут на соответствующем хорошем уровне. С господином президентом мы отметили, что на полях этой встречи будет подписано большое количество разных контрактов, договоренностей. Речь идет об 11 контрактах, коммерческих контрактов. И я надеюсь, что все остальные контракты, которые планируются в будущем, если они не успели завершить все переговоры до вчерашнего дня, что и в дальнейшем это удастся. Я надеюсь, что это также поможет увеличить товарообъем между нашими странами. Уважаемые господа, завтра мы завершаем официальный визит в Российской Федерации. Завтра мы посетим Санкт-Петербург, прекрасный город Российской Федерации. Там мы будем подписывать соглашение между национальной нашей галереей и музеем Эрмитаж об отличном сотрудничестве между нашими странами, нашими народами. И с президентом Путиным у нас есть все основания для того, чтобы в будущем наши двусторонние отношения между нашими странами были замечательными. Мы смотрим в будущее с оптимизмом, и мы желаем, что действительно мы будем вместе прилагать все усилия для того, чтобы общая ситуация и все взаимные отношения восстановились между Российской Федерацией и западным миром, и также с нашей помощью. Спасибо большое. Вопрос со славянской стороны, ПОП ТВ. Уважаемый господин президент Путин,
А может быть, вы сегодня также получили официальное предложение встретиться с вашим коллегом американским Трампом именно в Словении. Как вы считаете, Словения является хорошим местом для такой совместной встречи? И дальше, когда вы будете встречаться с Трампом, и как вы видите все дальнейшие действия? Российско-американские отношения за предыдущие лет 5 особенно сильно деградировали. И, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народов. Мы слышали то, как к этому относится избранный президент, вступивший в свою должность, господин Трамп. Мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям. Но это зависит не только от нас, это зависит от американской стороны. Мы исходим из того, что американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, должна определиться с тем, и кто, по каким направлениям будет вести диалог с нами. Это касается и торгово-экономических связей, это касается вопросов безопасности, касается различных регионов мира, которые страдают от большого множества конфликтов. И мы, конечно, объединив усилия, могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом. Что касается Любляны, Словении в целом, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел. Если когда-нибудь эти встречи состоятся, то мы ничего против не имеем, против Любляны. Такие встречи у нас в Любляне уже были. И я хотел бы поблагодарить уже заранее, если такая возможность будет, господин президент об этом говорил, хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Повторю, это зависит не только от нас, но мы, разумеется, к ней готовы. И, пожалуйста, от российских журналистов вопрос РИА Новости. Мария Глебова. Мой вопрос и президенту Словении, и президенту России. Господин Путин, вы уже говорили о снижении торгового оборота между странами и о том, что спад удалось приостановить. Вот по вашему мнению, удастся ли и дальше приостанавливать падение? Как это возможно, как это можно сделать в условиях политических санкционных ограничений? И какие области вы видите приоритетными? Спасибо. Мы их только что назвали, причем и я, и мой коллега. Это и энергетика, это транспортная инфраструктура, это сельское хозяйство, это природоохрана, это туризм. Есть и другие направления. Но вот мы сегодня обсуждали, допустим, продолжение поставок энергоносителей. Я уверен, что партнеры договорятся в ближайшее время, но упоминал также и о других направлениях, фармацевтическая промышленность. То есть у нас возможностей очень много. Мешают ли этому политические ограничения? Конечно, мешают. Но они, мне кажется, преодолимы. Это вечно все равно не будет фактором международной политики, международных дел. Но даже и в этих условиях, как вы сейчас правильно заметили, и я об этом тоже говорил, все-таки спад удалось преодолеть. Связано это и со стабилизацией российской национальной валюты, связано это со стабильным положением на сегодняшний день на рынке энергоносителей. Много факторов неопределенности, которые от нас вроде бы не зависят, но влиять на которые мы можем. И настолько, насколько мы можем влиять, мы будем это делать. У меня в этом смысле очень хороший прогноз. Мне думается, что в этом году наш торговый оборот будет прибавлять, выйдет в плюс. Kot predsednika vlad sva se s predsednikom Putinom sestala leta 2009 tukaj v Moskvi in leto kasneje v Ljubljani. Slovenija je počasi z velikimi napori. У нас хорошие перспективы. Словения сейчас вышла из рецессии,
и начался рост экономический сейчас и рост экономического сотрудничества с Россией. Но этот рост был прерван санкциями. Несмотря на то, что санкции сохраняются, и несмотря на то, что период ухудшения отношений между Европейским Союзом и Россией имеет место быть, настолько, насколько это допустимо, Словения с российской стороной на деловом уровне сотрудничает, насколько это возможно. И если будут подписаны соглашения, которые планируются сейчас в ходе этого визита и которые планируются в ближайшие месяцы, то, о чем мы говорили с президентом, несмотря на не очень хорошие отношения между Западом и Российской Федерацией сейчас, наше сотрудничество будет расти и, безусловно, превысит $1 миллиард. Это свидетельство этому и наши переговоры, и эта пресс-конференция. Это действует не только для славянской, но и для российской экономики, о том, что разрешение кризиса на Украине будут восстановлены нормальные условия для сотрудничества между Евросоюзом и Российской Федерацией, и это снимет все ограничения для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества. Именно поэтому мы говорим, что нужно создавать эти условия. Понятно, что для каждой стороны это представляет определенные проблемы, но дружественные страны, они должны стараться и найти решения, которые были бы в интерес у нас всех. Спасибо большое.